Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала Уральская кудесница. Меня зовут Ната. Я продолжаю работу над цветочным набором. В этом ролике я покажу, как шить еще один цветочный блок в технике пэтчворк. В прошлом мастер-классе это был тюльпан, а сегодня простой фантазийный блок. И сразу еще хочу попросить прощения за фоновые звуки на заднем плане. У нас плюс 35, у меня в квартире работает кондиционер. Без кондиционера сейчас в квартирах очень жарко. Итак, я начинаю. Ткани, которые буду использовать в этом мастер-классе, это те же самые ткани, которые были использованы в предыдущем ролике. Это бязь. Белая бязь – это фон, рыжая и красная бязь – это цветок, и вот такая цветная зеленая бязь, из нее я буду шить листву и обрабатывать салфетку, то есть будет задний план и, скорее всего, бейка. Итак, выкройки. Из бязи белого цвета я выкроила вот такие детали. 1 квадрат размером 8 на 8 сантиметров, 3 квадрата размером 7,5 на 7,5 сантиметров. И вот такая полоска ткани размером 4 на 24. Одна штука. Еще раз пройдусь. 1 квадрат 8 на 8. 3 квадрата 7,5 на 7,5. И полоска ткани 4 на 24. Одна штука. Это белая бязь. Дальше. Бязь рыжего цвета. Я выкроила всего лишь одну полоску размером 4 на 24 сантиметра. Красный цвет. Я выкроила 4 квадрата размером 7,5 на 7,5 сантиметров. Все размеры перекликаются с друг другом. Затем из цветной бязи я выкроила полоску размером 2,5 на 12 сантиметров. Одна штука. К ней я взяла небольшой кусочек флизелина. И также 1 квадрат размером 8 на 8 сантиметров. И вот такое количество деталей нам с вами будет нужно. Как и говорила, размеры все между собой перекликаются. 2 полоски 4 на 24 получается, 2 квадрата 8 на 8 и 7 квадратов 7,5 на 7,5. И одна маленькая полоска 2,5 на 12 сантиметров. Сейчас немножко подожду, чтобы вы зафиксировали размеры. Это для тех, кому нужно, кто будет шить такой блок. И все, приступаю к шитью. Сначала я поработаю вот с этой полоской. Возьму ее и сразу же возьму 1 квадрат размером 7,5 на 7,5 белого цвета, то есть фон. Эти детальки уберу, они мне пока не нужны. Что я буду делать с этими двумя деталями? Ну, я сначала поработаю с полоской. Возьму бязь, она у меня двухсторонняя, то есть цветная. Есть изнаночная сторона, есть лицевая сторона. И на флизелине тоже есть изнаночная сторона, есть лицевая сторона. Я буду считать, что лицевая сторона на флизелине это у меня та, где находится клей. Это я так считаю на данный момент, но это совсем не так. Беру лицевую сторону бязи, складываю с лицевой стороной флизелина, то есть с клеевой стороной, она идет вовнутрь. И прокладываю 2 строчки по одной стороне и по другой стороне. Иду на машину и возвращаюсь к вам. Девочки, простите еще раз. К моему постороннему звуку, который идет за кадром, это мой личный кондиционер, добавился еще один посторонний звук. Это соседи делают ремонт. Но я тоже на это повлиять уже никак не могу. Простите еще раз. В общем, я отвлеклась. Итак, я сделала 2 строчки с одной стороны, с другой стороны. Теперь немножко уменьшу припуск на шов. Вот так вот все срезаю вместе с флизелином с одной стороны и с другой стороны. Делаю припуск на шов более меньшего размера. Здесь у меня 3 миллиметра. Все. Уберу мусор. И теперь я переворачиваю работу флизелином вверх. И сделаю здесь вот такой разрез. То есть я разрезаю флизелин посередине. Вот так вот. Нитями работаю те, которые у меня стоят в шпульке. Катушка, которая в машине. Потому что здесь без разницы, какими нитками работать. Их видно не будет. И затем, девочки, я вот так вот отгибаю
эти места. И у меня получается клеевая сторона флизелина вверху, что мне и нужно. Сейчас вот так вот все отогну. Надеюсь, этот звук ремонта быстро закончится. Надежда умирает последней. И с другой стороны я делаю то же самое. Можно еще немножко уменьшить эти припуски на шов, тогда здесь будет все потоньше. Но мне достаточно такой величины. Итак, девочки, вот такая деталька у меня должна получиться. Флизелин, конечно, он выворачивается, но здесь ничего сложного нет. И затем эту полоску я должна приклеить при помощи утюга, а потом прострочить на машинке по диагонали. Беру, вот так вот складываю. Можно помочь себе булавочками. И по диагонали пришпариваю ее при помощи утюга. Клей на флизелине нам поможет это сделать. В принципе, булавочки здесь не нужны. Можно эту полоску приклеивать небольшими порциями. Итак, иду на утюг. Все, моя полоска приклеена. Держится она хорошо. И теперь я еще раз зафиксирую это машинкой. Проложу строчку с одной стороны и проложу строчку с другой стороны. И стебель будет полностью готов. То есть клеевой паутинкой мы помогли себе упростить вот именно эту работу. Вот такая деталь у меня получилась. Срезаю лишнее. Выравниваю квадрат. И откладываю деталь. Она мне не нужна пока. Все. Затем я беру 2 квадрата. Один зеленого цвета 8 на 8 и 1 квадрат фоновой ткани. У меня белая вязь 8 на 8. Складываю лицевую сторону с лицевой стороной. Ну, вязь у меня что там лицевая сторона. Давайте сделаю так, чтобы было понятно. Прокладываю диагональ. И дальше прокладываю строчку с одной стороны от этой диагонали на машинке и с другой стороны. Затем это разрезаю. Тот же самый процесс, как и в блоке тюльпан. То есть нам надо получить будет 2 квадратика двух цветов. Один квадрат бело-зеленый и другой квадрат тоже бело-зеленый. Это делается вот таким образом. Строчку я проложила с одной стороны от диагонали, с другой стороны тоже. Кстати, хочу дать совет для начинающих. Когда вы прошиваете, то есть делаете строчку на машинке по диагонали, не надо под лапкой вот так растягивать ткань. Иначе ваш квадрат испортится, не будет четкой формы. Имейте это в виду. Теперь я это разрезаю по начерченной линии. И иду на утюг, чтобы все это проутюжить. Шов закладываю на темную сторону. У меня зеленая вязь темнее, чем белая. Значит, шов будет на эту сторону. Получилось у меня 2 квадрата из 2 тканей, белая и зеленая, что мне и нужно. Срезаю вот эти хвостики. И сразу покажу, где эти квадратики, где эти детали будут находиться в блоке. Будет это выглядеть вот таким образом. Вы понимаете, да, что получается ствол и уже вот так вот получаются листья. Все. А дальше мы с вами поработаем с лепестками. Для этого берем 4 квадрата красного цвета размером 7,5 на 7,5 сантиметров. Я их вот так сразу разложу. И мне надо будет здесь сделать определенные детали. Посмотрите, я беру 1 квадрат, откладываю с одного угла 2,5 отрезок, 2,5 сантиметра отрезок и соединяю их.
У меня получается вот такой треугольничек. И мне надо это сделать со всеми 4 заготовками. Затем этот треугольничек отрезать. Он мне будет не нужен. Но я сделаю проще. Я вот так вот все накладываю, чтобы меньше занимало времени. Посмотрю, чтобы все детали у меня были ровные. Это все-таки ткань. Она нестабильна. Возьму другие ножницы и просто срезаю. Все. Затем я возьму желтую полоску размером 4 на 24 сантиметра. И вот сейчас мне надо достроить мой квадрат. То есть сюда пришить желтый треугольничек. Как я это буду делать, сейчас покажу. И сразу же скажу, если вы в себе не уверены, возьмите полоску 4 на 25. Но 4 на 24 точно нужный размер. Итак, если вы работаете с тканями, которые имеют явно лицевую и изнаночную сторону, то вам надо будет складывать лицевую сторону полоски с лицевой стороной квадрата. Так как у меня, в принципе, здесь без разницы, я складываю так, как мне удобно. Прикладываю, сейчас сделаю, чтобы все было видно, вот таким образом квадрат к полоске. И вот сразу контролирую такой момент, чтобы здесь у меня был равносторонний треугольник. Посмотрите. Не острый, не маленький, не большой, а равносторонний. Две стороны этого треугольника равны. Я сразу приколю на булавочке, чтобы вам было понятно. Но в принципе можно просто, прошивая на машине, подставлять эти квадратики, и все получится. Дальше беру следующий квадрат, делаю полоску на машине, прикладываю следующий квадрат. Здесь я уже ориентируюсь вот на такой большой треугольник, чтобы мне потом можно было ткань срезать, и у меня все получилось. То есть, девочки, не вот так вот близко делаем, нет. Надо делать чуть-чуть с запасом. Хотя, в принципе, как и говорила, полоски 4 на 24 вполне хватает. Следующий. И следующий. Смотрите, у меня даже получилось больше. Но вот ориентируюсь на края. Здесь можно сдвинуть, чтобы самой уже обезопасить себя. И прокладываю строчку на машине. У меня получилась вот такая лента. И теперь мне ее надо разрезать. Разрезаю ровно посередине и по прямой. И начинаю проутюживать. В итоге у меня получилось 4 вот таких заготовки. И теперь мне надо опять из них сделать квадрат. Здесь я делаю уже по одной детали. Беру шаблон. Можно делать это по линейке. Но вот у меня есть шаблон здесь. Все это выравниваю. Беру ручку «Пиши, стирай». И достраиваю линии. Потом это все срезаю. Лишнюю ткань. Такие заготовки у меня получились. Да, это заготовки, это еще не конец. Мне надо сделать те же самые треугольнички вот с этой стороны, но буду я их делать уже из бязи белого цвета. То же самое, как и с желтыми треугольниками. Я откладываю 2,5 сантиметра с противоположного угла, не с угла по диагонали, а с противоположного. 2,5. Можно, кстати, размеры менять, но я вам уже скажу и расскажу об этом чуть попозже, когда полностью будет готов блок, чтобы было четкое понимание вот именно этих треугольничков.
Опять складываю и все срезаю. Все лишние треугольнички срезала. И теперь делаю ту же самую работу, ту же самую операцию, что и делала с желтыми вот этими треугольничками. Но беру кусочек уже прямоугольник белой бязи. Лицевая сторона, если она у вас есть, вверх. Лицевая сторона наших заготовок, здесь она у меня уже есть, потому что шов с этой стороны. Накладываю и прокладываю строчку на машине. Потом также разрезаю, иду на утюг, выравниваю при помощи шаблона квадраты. И мои заготовки полностью уже будут готовы. Дальше нам с вами останется только лишь собрать наш блок. Вся подготовительная работа уже готова. Работу над заготовками я полностью закончила. Теперь нам осталось только собрать эту мозаику и соединить между собой. Итак, вот таким образом находятся эти детали. Затем белая, девочки, это фон. Желтая это серединка. То есть все желтые треугольнички должны быть в центре. Вот так смотрится. И осталось только взять еще два белых фоновых квадрата, которые у нас остались размером 7 на 7,5. Один мы использовали сюда. И вот у нас еще осталось два. Смотрите, какой блок получается. Теперь осталось только это соединить все между собой. Что первое надо соединить, это, конечно, сам цветок. Можно сшить сначала эти два блока между собой, затем эти, и уже получившиеся заготовки сшить также между собой. И у нас с вами получится полностью уже готовый блок. И затем останется только соединить эти детали. Можно 3 вместе нижних, потом 2 верхних. Или наоборот 3, 2. А потом уже там, где 2, присоединяем к квадратному блоку, цветку. И затем уже присоединяем заготовку, которая была сделана из 3 блоков. Объяснять не буду, потому что так все понятно. Единственное, конечно, сейчас вам покажу все без объяснения. В итоге вот такой блок получается. Сейчас мне осталось все это проутюжить. Хорошо, все швы прошпарить. Блок сам выровнять. Итак, блок выравниваю и делаю из него салфетку. Как делать салфетку, делать задник, обшивать бейкой я показывать не буду. Я очень часто это раньше показывала в своих роликах. Здесь ничего сложного нет. Просто выкраиваем такой же кусочек ткани и выкраиваем бейку по прямой и обрабатываем. В итоге у меня получилась вот такая мини-салфетка. Мой набор пополнился на 2 предмета. Но на этом я не останавливаюсь. Я дальше продолжаю работать. Так что, если вам вдруг интересно и у вас не включен колокольчик, то обязательно включите. Возможно, вы не подписаны на мой канал. Тогда советую подписаться. У меня для вас много нового и интересного. Также приглашаю вас подписаться на мои группы в Одноклассниках, ВКонтакте и в Телеграм-канале. Ссылки все внизу в инфобоксе. Там у меня много интересных идей, которые я нахожу на просторах интернета. Жду вас у себя в гостях. Ну а на этом все. Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. Понравился мой МК? Ставим лайк. Нет? Значит дизлайк.
Оставляйте свои комментарии. На каждый комментарий я отвечаю. Буду рада любой вашей реакции. Ведь только ваша реакция дает понимание блогеру, что он не зря тратит свое время и придает силы работать дальше. Ну все, пока-пока. До встречи.